В начале XVI века глобальная геополитика и мировая экономика определялись жестким контролем над стратегическими морскими путями. В самом центре внимания оказался Ормуз, известный как Джерум, бесплодный скалистый остров, расположенный на входе в Персидский залив, полностью лишенный собственных природных ресурсов и пресной воды. Несмотря на суровый климат, его уникальное географическое положение сделало его богатейшим коммерческим центром. Именно сюда стекались караваны с драгоценным шелком, отборными арабскими лошадьми, жемчугом и экзотическими специями. Тот, кто владел этим раскаленным на солнце клочком суши, фактически управлял ценообразованием на пряности и диктовал условия Востоку и Западу. Португальская корона, стремившаяся монополизировать прибыльную мировую торговлю, была полна решимости забрать эту абсолютную власть себе. Король Португалии Мануэл I поставил перед своими выдающимися флотоводцами дерзкую задачу – навсегда перехватить у мусульманских и венецианских купцов контроль над азиатскими рынками. Исполнителем этой стратегии стал непревзойденный флотоводец Афонсу де Албукерки. Он отказался от простых пиратских набегов в пользу создания первой глобальной морской империи, опирающейся на сеть неприступных баз – Эстадо да Индия. План Албукерки был математически точен. Требовалось наглухо заблокировать 3 критические артерии Индийского океана. Захват Адена закрывал проход через Красное море. Падение Малакки обеспечивало контроль над путями в Азию, а взятие Ормуза превращало его в тяжелый железный замок на воротах Персидского залива. Первое кровавое столкновение за Ормуз стало демонстрацией превосходства передовых европейских военных технологий. В сентябре 1507 года эскадра Албукерки, насчитывавшая около 460 боеспособных человек и 6 изношенных кораблей, подошла к гавани острова. Им самоуверенно противостоял флот из 400 легких судов и береговая армия численностью до 30 тысяч человек. Сражение началось без промедления. Густой дым от непрерывных выстрелов мгновенно окутал гавань. Сокрушительные залпы тяжелых бронзовых пушек с высоких бортов португальских карак методично отправляли на дно один вражеский корабль за другим, пресекая любые попытки абордажных схваток. Взяв на абордаж флагманский 800-тонный гуджаратский корабль, португальцы нанесли последний удар. За 6 часов интенсивного боя морская сила залива была полностью уничтожена, а визирь Коджа Атар подписал унизительную капитуляцию. Правитель Ормуза был вынужден согласиться платить огромную ежегодную дань в 15 тысяч ашрафи и разрешил победителям возвести крепость на мысу острова. Однако португальцы вскоре столкнулись с новой угрозой, изнуряющей реальностью местного климата, тропической малярией, адской жарой и нехваткой провианта. Албукерки жестко заставлял работать на стройке абсолютно всех, невзирая на происхождение, чтобы быстрее возвести форт на шее Девы Победы. Это вызвало открытое возмущение у аристократов-капитанов, предпочитавших легкую добычу в богатой Индии изнурительному труду каменщиков. В январе 1508 года 3 португальских корабля дезертировали, оставив своего адмирала в безнадежном положении. Оставшись с 2 судами, Албукерки был вынужден с горечью бросить недостроенный форт и временно отступить к острову Сокотра. К весне 1515 года военно-политическая ситуация радикально изменилась. Афонсу де Албукерки, теперь уже в ранге вице-короля Индии, блестяще покоривший Гоа и Малакку, триумфально вернулся к берегам Ормуза с огромной флотилией из 27 кораблей и армией в 1500 португальских солдат и 700 наемников-малабарцев. В островном государстве царил абсолютный политический хаос. Реальную власть силой узурпировал жестокий Раис Ахмад, открыто опиравшийся на поддержку персидского шаха Исмаила I из династии сефевидов.
Законный 18-летний правитель Туран-Шах IV жил в леденящем страхе за свою жизнь и был готов на политические уступки ради спасения. Появление португальской боевой армады стало для юного монарха единственным реальным шансом на выживание. 1 апреля 1515 года Туран-Шах IV официально уполномочил португальские силы высадиться на остров. Во время организованной дипломатической встречи во дворце португальцы внезапно напали и хладнокровно убили деспотичного Раиса Ахмада прямо на глазах у потрясенного правителя. Эта мгновенная ликвидация полностью обезглавила проперсидскую оппозицию. Молодой правитель с облегчением тут же согласился на статус вассала португальской короны. Вскоре остров посетили надменные послы шаха Исмаила I с требованием выплаты традиционной дани. Вместо ожидаемого золота Албукерке демонстративно приказал высыпать перед ними тяжелые пушечные ядра, свинцовые пули и наконечники стрел, заявив, что только такой валютой Португалия платит налоги. Шах Исмаил был поражен этой дерзостью и стал с уважением называть Албукерке «львом морей». Уверенно закрепив политический успех, португальские инженеры возобновили масштабное оборонительное строительство. Под руководством главного архитектора Томаша Фернандеша, а затем Гонсало Эворы, была заложена монументальная крепость Богоматери Зачатия. Уникальный форт в форме неправильного пятиугольника с мощными артиллерийскими бастионами возводился с применением передовых инженерных решений. Фундаменты тяжелых башен, уходящие в воду, тщательно укрепляли специальной водостойкой смесью местного гипса и обожженной глины. Главной инженерной гордостью стали две огромные подземные цистерны, каждая размером 19 на 60 метров, с массивными крестовыми сводами, навсегда решившие проблему отсутствия пресной воды. Крепость, дополнительно защищенная глубоким рвом, превратилась в неприступный бастион империи. Исторический триумф Льва морей оказался трагически недолговечным. В то время, пока Албукерке руководил укладкой каменных блоков в Армуде, его политические завистники в Лиссабоне убедили монарха Мануэла I в том, что адмирал замышляет масштабную государственную измену. Тяжело больной и стремительно угасающий Албукерке отбыл в Гоа в ноябре 1515 года. По пути его корабль встретил судно, принесшее горькие вести о том, что он унизительно отстранен от должности и заменен заклятым врагом Лопу Суарешем. Сломленный предательством своего монарха, он продиктовал последнее, полное достоинство письмо. «Я в немилости у короля из-за людей, а у людей из-за любви к королю». Афонсу де Албукерке скончался 16 декабря 1515 года, так и не сойдя на твердый берег. Однако созданная его гением глобальная система устояла. Португальская таможня в Армузе исправно приносила колоссальные доходы короне, а сама крепость более столетия оставалась прочным щитом португальской империи на востоке, вплоть до ее падения под массированными ударами объединенных сил Англии и Персии в 1622 году.